Блин, виды просто бомбические. Всегда мечтал так проводить свою зиму. Ну что, ребятушки, всем добрейшего денька турецкого. Послушайте, как с утра здесь и днем, точнее, поют птицы. Сейчас погодка немножко пасмурная, но как красиво ложатся тучи на горы. Вообще просто потрясающий вид. Обалденно. В общем, телек нам привезли, но открывать коробку нельзя, иначе с гарантией слетаешь. Но завтра приедут установщики, будут устанавливать. Мы с собой привезли Алису. Алиса здесь работает, кстати, не банит ничего. А Mi Box я сюда привез к Xiaomi, чтобы IPTV настраивать, чтобы телек работал. Ну, интернет мы подключили уже. Турктелеком. Уже все работает. Вот это мой пока офис вот такой вот. Вот так вот я работаю, сижу. Ну, пока что телек смотрю вот здесь вот в приложении на iPad. Вот дочке взял. Здесь, конечно, все время хочется вообще выходить на балкон, любоваться этой красотой, этими горами. Вообще птицы поют прям вообще потрясающе. Ну ничего, погода не смущает. Пасмурно. Сегодня отвез машину, сдал. Закупился продуктиков еще немножечко. На балконе у нас вот такой огромный стол стоит, и к нему куча стульев. Ну вот пока здесь стоит, потом попозже все расставим. Сейчас, в общем, наводим порядок. Марафет. Все приводим в чувство. Жанночка наварила нам супчика с фрикадельками. Очень вкусный, мы уже пообедали. Ну и я первым делом, знаете, что сделал? Я поменял все лампочки. Я светодиодные сразу ставлю, потому что я вам показывал. Эти я вообще из России привез. Сюда маленькие идут. А уже вот во все вот эти лампы, ну я здесь уже купил, вот там 2 штуки с собой привез. А часть в Икее купил. И все сразу поменял, потому что здесь стояли старые, накаливания. Во-первых, они едят вот по 50 каждый, плюс нагреваются. То есть штука прям горячая была. А так теперь можно вообще ничего не выключать. Не переживай, что там дети что-то не выключили. Вот здесь вот тоже поменял. Ну и плюс у нас есть светодиодные вот такие подсветка. Она, естественно, экономичнее, там ничего уже не надо менять. Плита у нас здесь полностью газовая. То есть газовый баллон вот такой есть. И в случае, если он качается, вот здесь телефончик у нас есть, заказываешь, вызываешь и все, и привозят. И вот воду сейчас еще будем заказывать по WhatsApp. Вот сейчас веду общение, переговоры, выбираю, какая вода получше, чтобы по всем нормам проходила. Вот хотел сюда фильтр поставить, но вроде как они не справляются. То есть вода так чистая, все идет, но она очень жесткая, по-моему, и фильтр ее так сильно не умягчает. Надо специально там оборудование заказывать. Очень проще воду заказывать, она здесь не очень дорого стоит. Вот Цейси вода 15 лир у них стоит. Это по 5,5 82 рубля за 20-литровую баклажку. У нас в России я, по-моему, по 160 или по 190 в офис заказывал. То есть вот такие цены. Сирма 16 стоит. Но я сейчас смотрел обзоры. Вроде Цейси по нормам лучше идет. Там более мягкая вода, более пригодная для питья. В общем, сейчас веду переписку на турецком. Ну и через переводчик, Яндекс.Переводчик забил, и все, сижу, переписываюсь. Ну все, без проблем, друг друга понимаем. Какая водичка есть, сколько привезти, когда, все отлично. Так, гляди, скоро и турецкий язык выучу. Буду на турецком шпарить. Ну, конечно, перед этим хотел еще английский хорошенько выучить. Батареи у нас нету, ну хотя предусмотрено. И газ тоже к дому подведен, но как-то газовый котел не стоит. Мы греемся кондеями зимой. 2 месяца греет, так ставишь. Температуру на 30-очку, если надо прогреть сильно, или можно там на 24 поставить, маленький обдув включить, и все, там он сам регулирует, сам контролирует. Ну, на самом деле, в принципе, тепло так прогрел, чуть-чуть, и все, и нормально. А так вообще газ к дому подведен, но почему-то товарищество решило, что в квартире не надо заводить, потому что вроде как газ здесь не такой дешевый, как в России, и смысла нету. То есть те деньги, которые ты потратишь на газовое оборудование, его подводку, их с лихвой хватит там на несколько лет отопления кондеями. Вот. А надо всего лишь буквально пару месяцев, январь и февраль, подогревать, а потом уже не надо. Летом немножко охлаждать. Поэтому кондей здесь идеальный вариант. Я, конечно, сначала тоже хотел конвектор ключи купить в магазине, а потом думаю, зачем. Здесь кондей очень быстро нагревают, там на 30 ставишь. У нас 3 кондея в каждой комнате. Уходишь, то через час прям за жара. Ну плюс ковры мы вот купили там в Икее вчера. Вот, все постелили, уже какие-то ковры были. Это вот детки такой бардак небольшой.
Так, приехали. Настроили телек. Не завтра, как должны были, а сегодня приехали. Я не понимаю, зачем смысл вообще вызывать мастера, что-то подключать, когда можно самому две кнопки нажать, воткнуть антенну и все работает. Ну, видимо, для того, чтобы доставочку оформить. 60 лир она стоила. Ну, на самом деле немного, что-то там 300 с копейками рублей. В общем, турецкий канал у нас есть, можем смотреть. Сейчас буду искать русские и настраивать нашу Xiaomi. Так, если вдруг кто не смотрел, то мы взяли в Медиамаркте 43 дюйма, 30 с чем-то тысяч, 34, по-моему, тысячи. 36 там все вместе получилось, вместе с доставкой. Есть детские каналы на турецком, им, наверное, вообще будет полезно, да, смотреть, Никит? На турецком, заодно и турецкие подучите. Так, нашел России 24. Ну, это спутниковый телевидение, то есть просто от антенны, от обычного, от нашего СТ. Наверное, в каждом СТ может быть свои какие-то каналы. Здесь есть Россия 24. РТР Планета есть. Жанна на рынок пошла за фруктами, там сейчас придет. Обалдеть, что телек уже приехал. Ну, тут, конечно, каналов вообще нереальное количество. Там уже на 500 пошли. Очень много. Все, осталось настроить Xiaomi. Вот тут я какое-то приложение поставил. И смотреть любые каналы. Хочешь даже IPTV, там с IPTV будет вообще 500 тысяч каналов. Сколько хочешь. Xiaomi чем хорошо, туда как бы у них открытая идет платформа. Туда что хочешь можно поставить. Через всякие хакнутые программы, через флешку, в общем, все что угодно. Ну, первый канал, пожалуйста. О, прикольно, тут даже игры есть на Xiaomi. Ой, класс. Мы все нашли. Развлечения взрослым и деткам. И снова здравствуйте, и снова Икеа. Мы смотрели много чего здесь магазином, поскольку деревянный белый нету. То остановились на такой железной белой кровати. Ну, вроде не скрипит нормально. Это цена за кровать и матрас каждый. Курс лиры сейчас где-то 5,5. Если у вас есть тоже Икеа, пишите. Дешевле, дороже. Оля, ты что, вот эту кроватку выбрал? Занимаешь место? И вот как она выглядит в интерьере. И столик нам тоже нужен, кстати. А еще нам нужен шкаф в нашу комнату. Значит, мы выбрали что-то типа такого плана, потому что у нас в квартире вот такой есть выступ. И у нас либо по высоте не получается, либо по длине. Так вот хотели вот такой раздвижной, но он не встает. Так, конечно, прикольно было. Мы тут вот за компьютерным столом все подбираем. Переводчик Яндекса турецко-русский, все, никаких проблем. Вот такой вот нам больше всего понравился, но не влезает у нас. Либо вот здесь пространство не влезает, либо выключатель будет закрывать. Вот так вот на компьютере нам все составляем. Полька пока нашла себе укромное местечко здесь, в прихожей. Поль, как дела-то, хорошо? Малыш, Поль все мечтает об этой игрушке. Игрушку такую хочешь, да? Сейчас найдем скоро. Поле так понравилось в Икее. Поль, ты что, швея? Ты швея будешь? Поле, это для игрушки стоит, иначе бы здесь иголки бы себе все пальцы пообрезали бы. В общем, собрали мы. А кровати тоже нет наличия. В общем, через интернет надо заказывать. Матрасы здесь, кровать в интернете, шкаф здесь. Все это в одну доставку объединить нельзя, плюс за две доставки платить. И сборка еще 500 лир за шкаф. Но я сам соберу, что там собирать. Руки нормально растут из нужного места. Инструмент найдем. Часть я с собой привез. Ну, конечно, в Икеа Food зашли немного подкрепиться. Закупились, все заказали, еще кучу всего набрали, как всегда. Едем домой. Так, ну что, к нам приехала одна доставка от Икеи, шкаф, матрасы. Вот сейчас все буду сам собирать. Сейчас кровать сдвинул, чтобы удобнее было. И у нас тут два выхода. Туалет один, и второй из коридора. Вот мы хотим эту стенку заставить. И потом, может, еще уплотнить как-нибудь дверь, чтобы шум оттуда не шел. Но на улице у нас сегодня потрясающая погодка, солнышко. Вот так вот открою, покажу красоту. Эти солнце
горы, наши любимые горные помидоры. Вот. Но сейчас пока ветерок еще сильный был, а мы эти мебель собираем, трудимся. Так, ну что, для сборки именно этого шкафа нужен молоток. Оказалось, плоскогубцы есть, отвертки есть, молотка нету. Это хороший повод выйти на улицу скорее. И слава богу, у меня есть велосипед. Сейчас прыгну на велик и сгоняю тут в ближайший магазин. Куплю молоток. Ну, еще какие-нибудь инструменты. Потому что я люблю инструменты, все это люблю. И это обязательно нужно. Ну и по ходу дела буду выбрать. Что у нас тут есть? У нас тут есть подземная такая парковка. Вместе с этой парковкой здесь, ну, как гараж для великов. Еще у нас тут вот мой конь стоит. Еще у нас тут есть баня. Но она не работает, потому что товарищество приняло решение ее не включать. За счет вентиляции здесь, ну, может, там, не знаю, сэкономить денег. Но на следующем собрании я буду голосовать, чтобы все работало. И есть, смотрите, вот такая вот хамам, вот такой вот офигенный. Большой, это я его телефоном подсвечиваю. Видите, какой огромный, как в отелях. В общем, буду голосовать, чтобы тоже все работало. Что вот так вот закрепил телефончик, зеркала настроил. И вперед. Под солнышко. С песенкой. Магазин. Так, нашел магазин. Тут не только молоток можно купить, но и кияночку, плоскогубцы, разводные ключи. Сейчас я себе наберу инструмента. Набрал себе немного инструмента так на первое время. Блин, всегда с собой беру рюкзак, в этот раз не взял, чуть поторопился. Но вот поэтому я и купил себе багажник, что всегда выручает. Прикрутил, примотал и погнал. Вот так вот по солнышку в горы. Вообще красота. Зима, кайф вообще. Велик это вообще, конечно, круто. Прыгнул, прокатился, и здоровьем зарядился, и полезное дело сделал. Иду дальше собирать. Сынуля тут помогает в нашем случае. Сейчас примерили, потому что, если не эти выемки, шкаф бы не зашел. Пришлось было там собирать прям в стоячем положении. Сейчас забиваем заднюю стенку и ставим. Что, один шкафчик готов. Но остальное уже завтра. Потому что сейчас мы отправляемся в ресторан. Сегодня у нас Старый Новый год, всех с праздником. У вас, конечно, все будет намного позже. Там еще отели у нас остались. У нас вот такое количество народа. И одно такси, а нет, два. Что мы столько дней уже здесь живем, ни разу еще на море не приехали, потому что столько дел. Постоянно бесконечно. Мы сейчас приехали в ресторанчик Юсуф, тот, который были в прошлый раз, очень нам понравился. И очень многие уже про него спрашивают, как его найти. А его надо просто в поиске забить, вот Юсуф, Кулджаглу, не помню, как там в конце точно читается. В общем, вот это забиваете, все, и таксисту говорите, прям вот это Юсуф Кулджаглу, и вас привозят сюда. Этот микрофон там спрятался. Нет, точно нет. Идем трапезничать. Если кто не смотрел, смотрите в предыдущих выпусках, я прям подробно показывал все, что мы кушаем. Можно как внутри сесть, так и снаружи. Сегодня у нас вот такая вот огромная компания. Светлана, ее дети, наши дети. Куча детей. Вот такой у нас будет стол. Уже все накрыто. Уже все приготовили нам. Так, я тут мимо кухни проходил. Дайте я вам запечатлю. Это у нас сегодня будет 2 метра кебаба. Не метр кебаба, а 2. Так вот его насаживают, потом жарить будем. Красотишка. И очень вкусно, прям безумно. Лепешечки подъехали сразу горячие. С Новым годом! По-старому. Так, пошел посмотреть, как кебабчик ставят на гриль. Вот так вот, смотрите. Не гриль, точнее, а на угли. На углях готовят 2 метра кебаба. Вообще впервые в жизни такое вижу.
попросился все-таки поближе, потому что это просто 2 метра. Кто-нибудь на даче такой готовил? 2 метра кебаба. Это просто нереально. А запах потрясающий. Там шеф-повар, хозяин заведения. Ну и вот оно. Главное блюдо этого вечера. 2 метра шашлыка, кебаба. Ну и фото с хозяином ресторана. Ну давайте, с Новым годом, с Новым годом и с большим кебабом, я хотел сказать. С Новым годом. Новый праздник будет, Новый год. Помимо того, что это красиво, это еще очень вкусно. Вот это вот корейка, ягненка, просто безумно вкусно. Ну и кебаб тоже самый обалденный. Ну а десерт у нас сладость турецкий. Очень вкусно посидели. Все было здорово. Спасибо большое вам. Нас даже провожают здесь. Ну, цена вопроса вот на всю нашу огромную компанию 9000 рублей с напитками, со всеми делами. Ну, я считаю, что это недорого. В прошлый раз у нас было в 2 раза меньше, где-то 5000 рублей. Ну, то есть, получается, здесь даже меньше, чем 1000 человек получилось. Мы решили все в одну машину. Там еще сзади есть 3-й ряд. До свидания, спасибо большое. Всем доброго, прекраснейшего турецкого утра. Сегодня шикарная погода, на небе не облачко. Ну и, конечно же, в такую прекраснейшую погодку надо приехать на пляж, на набережную. Здесь погулять, походить, посмотреть. Надо садиться на улице, пить турецкий чай под солнышком, греться. Вообще как. Смотрите, какая у нас красота. Закатец, пляж. Ну, погода сегодня просто радует. Вообще такое ощущение, как будто лето. Травка зеленая. Пляж, закатец. Кто-то сегодня даже купался. Смотрите, как красиво. Спортивные площадки. Спортом можно позаниматься, не отходя от кассы. Искупался, позанимался. Искупался, пошел в кафешечку, сел. Там кафе. Все работает. Все кипит, бурлит жизнь. Здесь бьет ключом. Блин, вот эта зима вот такая вот мне очень нравится. Это прям вообще круто. Можно даже загорать. Вот в кафешечку присел, можно снаружи, можно внутри, если подзамерз. Блин, виды просто бомбические. Всегда мечтал так проводить свою зиму. Жить на берегу моря, ходить гулять. Класс. Мы сейчас нашли вот такую кафешку. Здесь русская кухня есть. Смотрите, сейчас я вам покажу. Блины есть. Так, то есть что, ставьте на паузу и разглядывайте. Сейчас я вам приближу, немножко отсвечиваю. Цены смотрите. Здесь есть и селедка под шубой, и окрошка, и оливье, и борщ есть. Вот горячие напитки, холодные напитки. Много отсвечивают лампы. Потом еще завтраки есть. Курс вы уже знаете сейчас. Или на 5,5 умножать. Ну да, 5,5. Курс цены умножать на 5,5. Можно вот так вот сесть. Качельки для деток. Если вдруг кто захочет, то так называется кафешка. Можно прям на Яндекс.Картах забить и приехать сюда. Ну и внутри здесь вот так вот можно сесть. Жанна тут кошечку пригрела.
Вот так выглядит борщ с мясом. И блинчик мне вот такой принесли. Но, правда, перепутали немножко. Мы напутали, сказали с собой, а надо было в тарелке. Борщ, кстати, очень вкусный был. Так, сейчас вечерком заехал за машины. Забрать, сделал Renault Megane. Двое суток, потому что у нас будет большое путешествие. Отправимся в 21 год. Свеженько машину завтра вам покажу. Опаньки, ну что, спустя недельку собрали шкаф. Смотрите, по косякам привезли полки. Закосяченные, даже упаковки были все равно. И вот таких вот несколько. И одну ручку нам не привезли сюда. Вот такую. А так все готово. Ну, после шкафа мы приступили к сборке детской кроватки с полькой. Трудимся это. Собираем по инструкции, все не спеша. Вот тут была вот такая большая кровать, шкаф откидывается, и там кровать. И вот разобрал часть уже, надо куда-то деть. Полька сама закручивает. Если так поль тяжело, то ты уберешь и вот этой стороной уже вот так крутишь. Так у тебя рычаг будет больше, и так оп, видишь, как легко. Сейчас мы с тобой поднимем, будем накручивать. Давай, я подержу, а ты крути. Ой. Ну что, к 10 часам ночи кровать готова. А. Вот это вот классная кровать. Осталось только избавиться от этого шкафа раскладного. Кто где спит, Поль? Ты наверху или внизу? Наверху или внизу спишь? Ты где будешь спать, Поль? Внизу? А ты, Вики? Тоже внизу? А я наверху.